Привет, друзья! Сегодня у нас воскресенье, а это значит, что у нас очередные новости сообщества. По-моему, уже 7-й, 8-й выпуск. Друзья, 8 выпусков подряд, 8 воскресений подряд я выпускаю эти ролики. И сегодня у нас особый выпуск. У нас сегодня не 10 новостей, только 5, но зато каких. У нас столько интересных новостей. Blizzard выпустили патч-ноут и всех подразнили обновлением, которое у нас будет 17 декабря. Ну и огромные страсти у нас идут вокруг покупки аккаунтов. Друзья, очень интересный выпуск будет, поэтому прямо сейчас поставьте этому видео лайк. Я немножечко подожду, 1-2 секунды. Поставили лайк, и мы переходим к разбору. Ну и, друзья, первая тема у нас касается боев против ботов на Легенде. Да, и такое, оказывается, теперь случается. В общем, в сообществе снова вспыхнула тема принудительных поражений на легендарных рейтингах поля боя. Игрок поделился матчем, где боты в его команде в сумме умерли почти 40 раз. Ну, итог, конечно же, был предсказуем. Это поражение и ощущение, будто игра просто решила: сегодня ты выигрываешь или проигрываешь. В комментариях многие подтвердили, что такое, оказывается, случается регулярно. И после 3-5 минут ожидания матчмейкинг действительно подсовывает тебе в игру ботов. Очень интересная тема, друзья. Я, кстати, недавно достиг легенды и делал пост об этом в телеграм-канале, но, к сожалению, друзья, мне ни разу на золоте и на легенде не попадали боты. Я думаю, что здесь все кроется в моих характеристиках, потому что мой персонаж как раз находится до 3000 резонанса и с достаточно прокачанными второстепенными характеристиками. Я думаю, что на моем кластере серверов играет очень много игроков с подобными характеристиками, поэтому у матчмейкинга нет проблем. Но вы обязательно напишите в комментариях, встречали ли вы ботов на Легенде или нет. Ну а следующая тема, друзья, у нас касается патч-ноута, который у нас вышел в начале недели, по-моему, 9 декабря. И я, друзья, сразу же сделал пост в телеграм-канале, где разобрал абсолютно все новости, которые касаются этого патч-ноута, и сделал такой summary пост, который вы сейчас видите на экране. И, друзья, у нас, конечно же, будет там продолжение или финал кампании с Альбрехтом. Также у нас появятся 2 новые зоны, у нас появится новый древний нагрудный теперь доспех. Сейчас у нас есть только шлем, но будет древний нагрудный доспех, а также изменится механика древних артефактов. У нас появится 3 новых легендарных камня. Также появятся 3 новых босса адского реликвария, потому что мы все уже на следующей неделе перейдем на пекло 10. Вернее, пекло 10 у нас будет в игре, но на пекло 10 мы перейдем, набрав еще 30 уровней. Это будет настоящая гонка всю следующую и через неделю. Поэтому, друзья, не спешите убивать боссов адского реликвария, чтобы забрать максимум очков, потому что, скорее всего, уже с четверга следующей недели будут доступны боссы пекла 10. Ну и также у нас появится новый тип ботов. Это игроки с PvP-шными навыками, боты, аишные игроки, которые очень круто будут тебя дамажить. То есть тебе нужно бегать по открытому миру с билдом, который имеет анти-PvP навыки. Это очень интересно, но это пока только тизер. В общем, друзья, это был предварительный патч-ноут, и большой патч-ноут мы ждем завтра, 15 декабря. И, друзья, конечно же, одна из самых обсуждаемых тем в сообществе — это новые камни, потому что Blizzard выпустил только дразнилку, они не дали конкретных цифр, но они точно сказали, что будет 3 камня. 1 5-звездный, 2-звездный и 1-звездный. При этом в сообществе уже определили эти камни как в большей степени PvP-шные, но в китайском патчноуте появилось немножко больше конкретики. И что касается 5-звездного камня, то этот самоцвет будет про агрессивный эффект, который усиливается прямо под ногами врагов. Основной эффект этого камня, что когда ты наносишь урон, ты входишь в состояние Rampant Growth на 6 секунд.
И пока этот эффект активен, под ближайшими врагами вырастают шипы. Шипы наносят урон, который зависит от твоего максимального здоровья. Это очень интересно. Срабатывает все это раз в секунду на каждого врага, поэтому он будет примерно как виток активироваться на каждом враге. И первый удар по врагу также ломает его броню и обездвиживает на короткое время. И эффект суммируется до 6 раз. При этом апгрейд будет следующий, что шипы могут пронзать защиту врагов и усиливать урон, который они получают от тебя в ближайшие 2 секунды. Очень интересный камень, который будет как в ПВЕ, так и в ПВП вполне актуален, потому что у него будет урон по области, основное свойство, урон, и, в общем, все это будет, скорее всего, работать с негативными эффектами, как в случае с призрачным витком. Что же касается двухзвездного камня, то этот самоцвет защитного плана. Он предназначен для классов, которые играют через размен урона. Основной эффект его будет, когда тебя атакуют, ты получаешь щит на 6 секунд. И кулдаун этого щита 20 секунд. Пока действует щит, входящий прямой урон уменьшается на процент от твоего базового урона. Поэтому нужно качать свой урон. Ну и, конечно же, входящий дот урон также снижается. А апгрейд-эффект будет, что во время действия щита длительный урон damage over time наносится тебе заметно слабее. Звучит это все как отличный камень для PvP и билдов, которые постоянно ловят магический или периодический урон. Ну и что касается однозвездного камня, то это простой, но очень сильный камень для агрессивной игры. Основной его эффект — это повышение твоего урона, а также увеличение шанса критического удара по врагам под щитом. Ну и его апгрейд-эффект еще сильнее увеличивает критический шанс по врагам со щитами. В общем, на практике, на самом деле, этот однозвездный камень очень мощный антищитовой инструмент против варваров или рыцарей крови. Очень хорошо он будет работать в ПВП, а также против боссов с элитками. Если, друзья, подвести итоги, то все эти 3 новых камня закрывают разные потребности. Пятизвездный — это урон по области, контроль, пробитие защиты и давление на полчища монстров. Двухзвездный камень — это защита от сильного урона, а также дотов, стабильность в ПВП. Ну а однозвездный камень — это антищит и усиление урона, особенно в ПВП. Друзья, на самом деле камни звучат очень круто, но, к сожалению, пока точных цифр нет. Нам нужно ждать 15 декабря, когда появится больше деталей. Скорее всего, вся механика этих камней будет уже разобрана, и мы сделаем отдельные ролики. Но вы пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Ну и, друзья, наверное, самая острая тема этой недели – это покупка аккаунтов внутри игры с огромным резонансом. В общем, один из блогеров выпустил свежий разбор о покупке аккаунтов. Этого блогера зовут Лауни, и он разобрался, что в топе кланов, в том кластере серверов, в котором он находится, есть игрок под одним ником с разными персонажами, за которые играют разные люди. И откуда у них появились такие персонажи, он и разбирался. В общем, он поднял тему, которую многие уже называют хронической. Покупка аккаунтов, пилотирование, контроль резонанса кланами и полное, друзья, отсутствие реакции со стороны разработчиков. В общем, автор Лоуни считает, что Баратеон купил минимум 9 аккаунтов и раздал их своему клану. Он сравнивает их бэтл-таги, историю переименований и даже связь между персонажами, друзья, которые внезапно меняли своих хозяев. При этом автор расследования рискует потерять свой статус партнера игры, которым, по-моему, он все-таки не является, но это немножечко другая тема. И он раскрывает эти подробности с небольшой опаской, что может потерять этот статус.
В общем, друзья, это очень острая тема, которая получила огромное количество комментариев, и в большинстве своем игроки считают, что покупка аккаунта – это зло, и на самом деле в сервисах игры четко описано, что если ты покупаешь аккаунт, то это запрещено правилами игры, и тебя могут заблокировать. При этом этот Баратеон, этот игрок, это один из самых топовых донатеров, которые инвестируют в игру десятки тысяч и даже сотни тысяч долларов. И другой блогер, Эко Гейминг, пригласил его на интервью и задал ему очень прямой вопрос. Зачем, чувак, ты покупал аккаунты? Также Эко Гейминг сам ответил на вопрос, как он именно относится к покупке аккаунтов. Ну и также он задал вопрос Баратеону, что же ты думаешь об этом разоблачении Лоуни, друзья. Это очень интересная тема, потому что этот ролик вышел в субботу. Я, естественно, сразу же его посмотрел, я на Эко Гейминг подписан, и очень интересно. Я подумал, что это классная тема. Сделал сразу же пост в телеграм-канале. Вы сейчас видите его на экране, выдержки из этого поста. Ну и после этого подумал, что очень хорошая тема. Она достаточно обсуждаемая, потому что вызывает бурю эмоций в сообществе, и надо ее включить в текущие новости сообщества. И, друзья, когда я готовил ролик по этой теме, у меня на середине ролика просто видео обрушилось и выскочило сообщение, что это видео удалено, так как оно нарушает правила сервиса YouTube. Это вообще какая-то фигня. Слава богу, что когда я делал аишный дубляж, с помощью нейросетки дублировал этот видеоролик, чтобы вставить небольшие клипы с ответами на вопросы прямо в видео. У меня сохранилось это видео в буфере обмена. После этого, кстати, я сразу же зашел на Reddit, сделал пост, что такое видео удалилось. Возможно, Эко Гейминг просто сказал там лишнего, о чем вы сейчас узнаете из клипов, которые я все-таки наделал. Ну и я зашел на канал Лауни, как раз он там вел свой стрим, и он как раз тоже смотрел это видео, и в этот момент ему звонил НДС, и они обсудили эту тему. И, друзья, давайте же посмотрим ответ на первый вопрос. Эко Гейминг спрашивает Баратеона, зачем, чувак, ты покупал аккаунты? Ни для кого не секрет, что такие вещи, как турнир, как бы вы его ни называли, ВКС — это эндгейм для Моисея. А вам, к счастью или к несчастью, чтобы попытаться стать лучшим и занять первое место, нужны персонажи высшего уровня. И один из способов добиться этого — покупать аккаунты. Так что если другие конкуренты делают это, а меня заставляют идти по этому пути, что мне делать? Это единственная причина, по которой я покупал аккаунты, чтобы соревноваться в боевом мире, который является эндгеймом для большинства редких персонажей. Конечно, некоторые люди могут со мной не согласиться, но я думаю, что это поддерживает игру. Это добавляет ей немного красок, верно? Мои друзья, которым я давал эти аккаунты, могут продолжать играть на высоком уровне. И я тоже играю в свою игру. Мне все равно, кто покупает, кто продает, пока они не жульничают с макросами и тому подобным, или, знаете, не дублируют или не взламывают. Покупка и продажа аккаунта для меня — это то, во что превращается любая игра с оплатой за победу. В общем, друзья, это значит, что Баратеон четко говорит, другие тоже покупают, и почему бы и нет, почему я не куплю, у меня больше денег, и я перекуплю их все, у меня будут игроки с максимальным резонансом, и, конечно, мы нагриндим себе максимально навыков, в общем, мы победим на всех схватках миров. И тут интересно, как же Эко Гейминг высказывает свое мнение по поводу покупки аккаунтов. Теперь я думаю о том, что люди, которые смотрят это видео, будут думать. И опять же, я имею в виду, мы должны этого ожидать. У вас будут люди, которым все равно покупать и продавать аккаунты. Они играют в игру так, как хотят. А есть люди, которые говорят, что это противоречит условиям обслуживания Blizzard. Вы нарушаете правила игры. Вас должны забанить во всех Diablo Immortal.
Что вы об этом думаете? И я сначала поделюсь своими мыслями. Я выскажу свою точку зрения. Я знаю, что в Китае, и это то, что я слышал. Я никогда этого не видел. Потому что я не в Китае. Есть какой-то магазин, где можно выставлять свои аккаунты на продажу. И я думаю, что Blizzard или NetEase получают часть от этих продаж. Мне нравится идея, что если я потрачу деньги, например, на свой аккаунт, я играю с первого дня. Я трачу около $25 в месяц на все пакеты и прочее. Иногда я покупаю что-то подороже. Было бы здорово, если бы однажды я решил, что хочу перестать играть, и мог бы выставить свой аккаунт на продажу и получить 20% от потраченных на него денег. Мне нравится эта идея. Потому что я вкладываю деньги во что-то, что однажды просто исчезнет, и я никогда не получу свои вложения обратно. Так что с этой точки зрения, я думаю, что покупать и продавать аккаунты официальным способом, который принят и одобрен, это неплохая идея. Потому что давайте будем реалистами. Если бы Blizzard забанила всех, кто покупает и продает аккаунты, они бы проиграли. Я не говорю, что это убило бы игру, но они бы потеряли немало денег, которые игра зарабатывает, по сути, лишившись своих самых больших спонсоров. Не так ли? Это абсолютно верно. И опять же, это отличная тема, в которой есть люди, которые за это. И люди, которым это совсем не нравится. И как нам найти золотую середину? Я понятия не имею. И, друзья, это очень интересный момент. То есть, получается, чуваки обсуждают систему покупки аккаунтов. Я предварительно тоже скажу, что на самом деле я поначалу или даже сейчас я не вижу ничего такого в том, что игроки могут иметь возможность продать свой аккаунт. Ты действительно тратишь по $20 в месяц, примерно как и я. Я тоже минимальный донатер, который покупает сервисы игры, покупает боевой пропуск, благословение изобилия, и это выходит где-то $15-20 в месяц. И в какой-то момент у тебя накапливается после 2 лет игры, что ты потратил туда $2000. И почему бы не иметь возможность продать такой аккаунт за 20% от стоимости, но под четким руководством разработчиков, которые контролируют безопасность таких сделок. Тем не менее, таких схем сейчас нет. И то, что Эко Гейминг говорит, что по слухам где-то в Китае, он не китаец, но поэтому этого не знает, но где-то слышал, кто-то сказал, что такие сервисы есть, и разработчики якобы контролируют этот процесс и получают какие-то с этого дивиденды или комиссию, это все предположение. Но честно скажу, что на самом деле, если в сервисе игры написано, что это четко запрещено, то, конечно же, такая система продажи аккаунтов, она не совсем легальная. И это переходит в разряд уже pay to win, то есть ты просто платишь для того, чтобы побеждать. Конечно же, здесь есть такой элемент, что тебе не просто нужно купить аккаунт, тебе, естественно, нужно еще догриндить его до определенного уровня, потому что навыки и механики постоянно меняются. Но все равно здесь уже имеет значение не твой скилл, не сколько ты времени провел в игре, а насколько толстый у тебя кошелек. И давайте посмотрим, как же Баратеон отвечает на вопрос: слушай, что же ты думаешь насчет разоблачения Лауни? Хорошо, давайте перейдем к ответу Луни. На этой неделе он выпустил видео, в котором разоблачает вас за покупку и продажу аккаунтов. Что бы вы хотели, чтобы люди знали о Баратеоне? Ну, знаете, обо мне ходит много мифов и слухов. Мои друзья знают, кто я такой, и те, кто мне близок, действительно знают меня. Этот человек Руни, я не знаю, кто он такой. Но он имеет право на свое мнение. Я просто думаю, что когда начинаешь указывать пальцем, нужно быть осторожным, верно? Потому что есть много доказательств того, что некоторые из этих людей указывают пальцем на других, которые либо играют, либо покупают аккаунты. В какой-то момент они сами были готовы стать пилотами или, знаете, пилотировать богатый аккаунт. И у меня есть доказательства этого. Но я не хочу вдаваться в подробности, потому что это не поможет. Этот человек имеет право делать любой контент, какой захочет, и говорить о чем угодно. Но, похоже, он нацелился на человека, у которого есть личная неприязнь, которого я не знаю. Я знаю, что он в нашем кластере, но я никогда с ним не общался. Так что я не уверен, пытается ли он просто привлечь внимание или что-то еще, благослови его Бог. И делайте то, что должны.
В общем, друзья, все, что я могу сказать по поводу этого безобразия, что это очень тонкий лед. И разработчики намеренно закрывают глаза на все эти перекупы аккаунтов, потому что эти киты как раз и являются основными донатерами в игру, которые тратят десятки тысяч долларов на прокачку своих персонажей, на то, чтобы, когда появляются новые камни, прокачать их сразу же до 10 уровня и обновить свои билды. Тем не менее, в видео Лоуни, в видео разоблачения, он говорит, что такая система, она приводит к тому, что разработчики могут потерять больше. Я так, если честно, не считаю. Разработчики потеряют больше, если будут очень строго следовать перепродаже аккаунтов. Тем не менее, я считаю это не совсем справедливым. Но если разработчики сделают какую-то реальную систему по продаже аккаунтов, что игрокам, которые потратили огромное количество средств, можно будет выйти с каким-то штрафом, хотя бы в 80% от всех потраченных денег, то это было бы вполне неплохо, хотя, если честно, вот мой аккаунт со всеми тратами на него за 2 года игры порядка $2000, никакого смысла продавать его нет, потому что если ты достаточно опытный игрок, ты можешь за 6 месяцев гринда дойти до такого уровня. Друзья, очень тонкий лед, очень острая тема. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу продажи аккаунтов. Стоит ли легализовать это? Стоит ли разработчикам обратить на это внимание? Но тема раздулась очень сильно, что видео экогейминг даже было каким-то образом удалено. И он, кстати, оставил комментарий в посте под моим постом Reddit на том, что видео не понимает, почему оно было удалено, какие оно сервисы нарушило, но тем не менее он загрузил свой ответ YouTube, а также загрузил полную версию этого интервью на свой аккаунт в X, бывшем Twitter. Друзья, пишите в комментариях, что думаете, и ссылочку на X я оставлю в комментариях к этому ролику. Ну и последняя тема уходящей недели, друзья, это очень дружелюбный пост. Игроки задались вопросом, почему же мы все еще играем в игру Diablo Immortal. И эта тема на самом деле набрала огромное количество комментариев, потому что игроки все время ищут оправдание, почему же они тратят столько своего времени на эту замечательную игру. И мнения разделились, но все сходятся в одном, что игра мобильная, интересная и социальная. И перед тем, как зачитать некоторые из основных причин, я скажу свою причину, почему мне нравится играть в Diablo Immortal, и я продолжаю в нее играть. Я любитель вселенной Diablo, и Diablo 3 игру прошел вдоль и поперек. И мне нравится процесс, нравится графика, нравится вот эта вот дьявольская атмосфера. Это очень круто. Нравятся монстры, нравится очищать санктуарий от нечисти. Ну и, конечно же, Diablo Immortal — это просто супер классная игра, потому что она кроссплатформенная и мобильная. Друзья, я могу начать играть дома, продолжить в метро и закончить на работе, а вечером поиграть с iPad. С разных устройств у тебя сохраняется прогресс. Ну и самое главное, это, конечно, социальная составляющая, потому что в кланах мы общаемся, мы обсуждаем, мы вместе гриндим, мы вместе играем, вместе сражаемся против монстров. Это делает меня таким любящим эту игру. Ну и, конечно же, друзья, у меня есть мой канал DI Tools, где я веду свой блог в Telegram-канале и также на YouTube, и это поддерживает мой интерес к игре. Мне интересно делать ролики, мне нравится это делать, мне нравится узнавать больше нового, потому что с запуском этого канала я, конечно же, еще и подтянул свои знания механик игры Diablo Immortal. И, друзья, спасибо большое вам, потому что ваши комментарии, ваши правки как раз и делают меня более опытным. И на это и нужно сообщество, поэтому социальная составляющая этой игры очень, друзья, большая. Ну и если делиться основными мнениями, то, конечно же, игроки сходятся в том, что мобильность игры — это основное, что привлекает и оставляет игроков в игре Diablo Immortal. Социалка здесь сильнее, чем кажется.
кажется. И действительно, все общаются и уже не могут жить без того, чтобы начать свой день и не пожелав в клане привет и хорошего фарма. Конечно же, это еще и короткие игровые сессии. Ты можешь и поиграть в метро, ты можешь поиграть в любом месте, просто достав свой телефон. Ну и игра, естественно, FTP, практически FTP. И действительно, можно поддерживать очень хороший уровень, совершенно не донатя в игру, просто тратя свой самый драгоценный ресурс — это время. Я немножечко доначу, потому что мне все-таки хочется сэкономить личное время и потратить его больше на свою личную жизнь. Эта игра действительно имеет FTP-составляющую, и других предложений на рынке с таким количеством FTP-контента я, друзья, не встречал. Вы пишите в комментариях, если встречали. Также это достаточно безопасный гринд. У тебя медленный прогресс, большие цифры урона, минимум стресса. Даже наоборот, друзья, это антистресс. В одном из своих роликов про Terror Rift, про портал ужаса, я как раз и говорил, что я люблю в него заходить. Ты не только там фармишь, но это такой антистресс. Ты бегаешь и убиваешь кучу монстров. Но еще одно очень классное событие, которое мне нравится, это проклятие выжившего. Это просто суперское событие. Оно как раз идет сейчас. Друзья, если вы в него не играете, поиграйте. Это Tower Defense стиль. Ты просто там бегаешь, все автоматически у тебя все на автоатаке и убиваешь такое огромное количество монстров. Ну и, конечно же, друзья, потому что это весело. Это самый короткий и честный ответ. Действительно, Diablo Immortal — это приятная и веселая игра. Что вы думаете, друзья, по этому поводу? Пишите в комментариях. Ну а это все на эту неделю, друзья. Завтра у нас будет большой патчноут, и скорее всего там появятся все детали по боссам, камням, а также что нас ждет 17 декабря. Конечно же, я сделаю об этом новости в телеграм-канале, поэтому обязательно подпишитесь на телеграм-канал DI-Tools по Diablo Immortal, где все новости выходят, как только они появляются. Ну а также мы разыгрываем там усиленный боевой пропуск коллекционера. Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Поставьте, пожалуйста, ему лайк, не забудьте проверить, что вы подписаны, а мы с вами увидимся в следующем ролике.